Так, а что у меня дальше? У меня дальше Сергей Павлович Дягилев. А что здесь делает Дягилев, да еще к тому же Дягилев, работы Бакста? Дело в том, что это тоже как бы момент, в котором объединились, сошлись, скажем так, да, и Пикассо, и Матисс. То есть они были покупаемы двумя и даже тремя, и даже четырьмя, мы еще с четвертым скоро познакомимся, самыми крупными коллекционерами как бы той эпохи. Ну и Сергей Павлович Дягилев тоже был тем человеком, который поработал и с одним, и с другим, правда, в совершенно разных проектах. Дягилев человек был, безусловно, невероятный. С одной стороны, он как бы такой, вот в свое время он в Петербург приехал издалека, из глубинки, такой вот племянничек из Житомира, и очень долго все его друзья, с которыми он познакомился в Питере, они считали его таким глубоким махровым провинциалом. Но этот махровый провинциал очень быстро оперился в Питере и стал воплощением дендизма, стал одним из самых ярких светских львов своей эпохи. Мало того, это человек, который всегда с детства, с юности знал, что он хочет делать. Он всегда хотел быть в центре художественной жизни. И первое, что он делает большие ретроспективные выставки искусства из Российской империи в Европе. Примерно с 1906 по 1909 год он этим занимается. Он делает выставки художников XVIII века, он делает выставки художников XIX века. Естественно, он перезнакомился абсолютно со всей богемной тусовкой и в Петербурге, и в Париже того времени, и рано или поздно он неизбежно приходит к теме театра, потому что театр – это большое шоу, это большие деньги, это спонсорские деньги. Опять же, ему сильно повезло в жизни. Он знакомится с Идой Рубинштейн, которая была дочерью харьковских богатейших сахарозаводчиков, и на первых порах она его главный спонсор. Но она сама заинтересована в успехе Дягилева, потому что, будучи не профессиональной балериной, а просто танцовщицей и любителем, но до такой степени экспрессивной, до такой степени яркой, что она с удовольствием участвует во всех практически спектаклях, которые в это время ставит труппа Дягилева. В 1909 году в Париже начинаются сезоны дягилевского балета. Париж, конечно, просто обалдел. Ну и надо сказать, что свою лепту, скажем так, в то, что 20 век стал веком модельеров, веком моды, дягилевский балет тоже внес. Потому что то, что в 20 веке вдруг в моду, скажем, вошла такая вещь, как загар, это опять-таки благодаря балету «Клеопатра», который поставила дягилевская труппа. Балерины красили свою кожу специальным кремом, который на сцене при освещении выглядел как вот такой вот именно загар. И это было так красиво, это так всем понравилось, что, извините за каламбур, но на следующее утро солнце проснулось звездой. То есть шляпки, зонтики, перчатки, все это было выброшено к чертовой бабушке в викторианскую эпоху улетело, то есть в прошлое, а как бы весь свет и полусвет парижский после этого захотел быть загорелым. Все начали загорать. То есть с этого, собственно говоря, началась мода на загар. Ну и, конечно же, ателье Пуаре, глава этого дома Пуаре, да, он увидел, что, оказывается, можно обходиться и без корсета, и замечательно это выглядит. Он, в принципе, и раньше пробовал экспериментировать на эту тему, но вот он очередной раз убедился, что он прав, и надо двигаться именно в этом направлении, и в женской моде случилась действительно серьезная революция, когда вдруг ни с того ни с сего женщины отказались от такого, ну, казалось бы, обязательного предмета женского туалета, как корсет. А я вам показываю портрет Дягилева работы Бакста. Бакст очень много работал с Дягилевым именно как с антрепренером, потому что Бакст занимался костюмами, занимался сценографией, дягилевским спектаклем. Вот, кстати, вот к той же самой Клеопатре, о которой мы говорили, тоже делал эскизы Бакст. Бакст пишет этот портрет, он пишет его с его няней, которую он нежно любил. А Дягилев, который очень придирчиво относился к своей нежности, он вообще Баксту вынес мозг, что называется, что вот и животик торчит, пожалуйста, убери, и на брюках слишком много складок, сделай это все поизящнее. Ну, как бы Бакст вот в угоду Дягилеву, он вытягивал фигуру, работал над этим портретом. Ну, вот Бакст был таким очень покладистым, очень добрым человеком в этом смысле. А есть портрет Дягилева работы Серова.
который как бы не закончен. То есть Серов написал голову, блестяще написал голову вот с этой дивной совершенно прядью седых волос, которой Дягилев очень гордился, она ему очень шла. Но в какой-то момент Дягилев, ну, как говорят, опять же, да, потому что, смотрите, здесь на самом деле очень много как бы мифов и легенд Древней Греции, потому что мы с вами знаем, что Серов очень любил, в принципе, этот прием написать голову, написать руки, ну а все остальное только тронуть, и уже хорошо, вот тебе и портрет. А тут как бы есть легенда на эту тему, что в какой-то момент Дягилев как бы залез туда вот за мольберт, увидел, что делает Серов, и сказал: ой, Тоша, кстати, да, напоминаю, да, что Серов-то он Валентин Александрович, но его с детства все называют Тоша, и поэтому очень многие думали, что на самом деле он Антон. Да, Тоша как бы, ну вот что за щеки, а ну-ка сделай меня красивее, а ну-ка сделай изящнее, пусть глаз блестит, а вот я хочу еще улыбку, еще что-то другое, а Тоша как бы он же такой, он не шел ни на какие компромиссы, там императрица Александра Федоровна однажды сказала, что у государя и ее мужа там все немножко по-другому, он ей вручил кисточки и сказал: ну дальше тогда сами и пишите, раз вы все видите, как оно должно быть. То же самое случилось с Дягилевым. То есть он ему вручил кисточку и говорит: ну пиши сам, раз тебе хочется, чтобы было как-то по-другому. Ну, а с Бакстом как бы номер прошел, но в результате все равно мы имеем вот такой вот совершенно шикарный портрет от великого Леона Бакста.